Добрый вечер, дорогие друзья, по традиции вечерний новостной блок на моем канале. Начнем с важного заявления губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня он озвучил главную задачу властей Подмосковья в борьбе с COVID-19 – это недопущение закрытия региона на карантин. В настоящее время, как сказал Воробьев, в регионе усилен контроль за соблюдением мер предосторожности в общественных местах, в том числе в магазинах и на транспорте. Идет раздача масок волонтерами на железнодорожных станциях. Жителям Московской области в возрасте более 65 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями, не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости. Также Воробьев упомянул о дополнительном привлечении 700 врачей на работу в Московской области. Теперь перейдем к самой острой проблеме дня. Россия снова обновила антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки. Как следует из данных оперативного штаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые за время пандемии составил 13 634 новых случая в 85 регионах. Наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 4501 человек. Были выписаны 244 человека, 35 скончались. В России за сутки умерли 149 человек, выздоровели 4240 пациентов. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил сегодня, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России может быть достигнут через неделю. После этого количество заболевших может выйти на плато и начать снижаться. Доктор Альтштейн предостерег от ужесточения нынешних противоэпидемических мер, если эти меры помогать не будут. Следующая новость касается выделения средств на выплаты на детей. На сайте Кабинета министров говорится о том, что сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно еще порядка 8 миллиардов 800 миллионов рублей на выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Немного про погоду. На следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание и дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, в столице с понедельника по среду будут идти дожди, а температура воздуха в эти дни понизится до 5-8 градусов. Главная спортивная новость – повторение рекорда знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1. Этим гонщиком стал британец Льюис Хэмилтон, выигравшим сегодня Гран-при Айфеля. Это была 91-я победа Хэмилтона в карьере. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать на колокольчик. Все самые актуальные новости Москвы и России, а также главные мировые новости у меня на канале. С уважением, Ренат.